Друзья мои, здравствуйте! Сегодня на фоне вот этого вот врезавшегося в пристань огромного красивого катамарана я бы хотел рассказать вам историю трагедии, историю очередного урагана, одного из самых сильных на территории Флориды, урагана Милтон, о его последствиях, о том, как он начинался, почему я сюда приехал и чем все это закончилось. Давайте не будем задерживаться, поехали в новый выпуск. Машины в основном двигаются в сторону восточного побережья, с запада, а я еду на запад в числе двух машин. Моя и впереди вот еще одна машинка следует. На протяжении всей дороги по 595-му шоссе, пересекающему Флориду с востока на запад или с запада на восток, я не увидел больше автомобилей в сторону западного побережья. Очень странно, почему же так? Въезжаю в зону урагана. Вроде бы пик должен быть через 6 часов, но уже сейчас я еду и ощущаю сильный ветер. Я сбросил скорость до 60 миль в час, хотя здесь разрешенная 70, то есть можно ехать 75, даже может быть быстрее. Но машину сносит немножечко порывами ветра. Очень сильные порывы. В целом ветра нету, нет такого, что машина прям постоянно под углом. Но ты едешь по прямой и периодически ее дергает в правую сторону, в сторону отбойника. Это не очень хорошо. Ну и так уже дождик с ветерком присутствует. Темное небо. Хотя мы пока что только в Нейплс. Двигаюсь в сторону Сарасоты, буду там где-то через час. Пик урагана намечается часов через 5, через 6. Заехал в Тампу, двигаюсь в сторону паркингов, надеюсь, я до них доеду. Машин на дорогах нету от слова совсем. О, встречный автомобиль, нифига себе, смелый какой. Это какие-то федеральные службы. Но я хочу сказать, у некоторых даже окна не закрыты. Ураган. Ой-ой-ой, какие лужи. Сейчас доедем, попробуем выйти, если припаркуемся из билдинга парковки, и посмотреть, что творится на улицах города. Иду по парковке, где я запарковался, и здесь, конечно, течет со всех сторон. Хотя у парковки 7 или 8 ярусов, но это не помогает уйти от протечек. Льется все. О, кстати, какая красивая машинка. Мустанг, наверное. Ну ладно, нам нужно подняться на крышу, посмотреть на город Тампу сверху, с высоты птичьего полета. Ну, точнее говоря, не с птичьего, здание невысокое, 7-этажное, с высоты куриного полета. Полностью все заставлено, там где можно, там где нельзя. Я тоже встал на дороге, не знаю, чем это мероприятие для меня закончится, но далеко я не буду уезжать. Минут на 30 сейчас хочу взять велосипед, GoPro-шку к нему подсоединить, ну точнее не к нему, на лоб ее повесить, и поехать по городу, прокатиться немножко, увидеть, что там происходит. Время 5 часов вечера, через 2 часа уже не стоит с паркинга выходить. Нужно будет дождаться окончания урагана, часов 12, час ночи. Но, наверное, я останусь здесь до завтра. Хочу посмотреть, чем закончится и какие разрушения будут ли они вообще. Может быть, пройдет дождик, ветерок, и на этом все закончится. Сейчас выйдем к свободному пространству. Посмотрим, что здесь. Ветер и дождь.
ветер и дождь. Начинаем свое путешествие по Тампе, которая заброшена, в которой уже практически нет людей, но на самом деле я встречал несколько машин, какие-то беспризорные люди. Но в целом все, конечно, заколочено. Я только выхожу с парковки, покажу вам город, покажу, что будет происходить во время урагана. Говорят, что он будет самый сильный за последние лет 20, 5-я категория. Великая, могучая сила природы придет сюда, во Флориду. Город практически вымер. Все заколочено фанерой. Для того, чтобы ураган... О, вышел человек. Для того, чтобы ураган не нарушил целостность зданий. У нас находятся в городе в основном вот такие вот фигуры, которые находятся здесь постоянно, безвозвратно и могут даже в ураган располагаться на улице. О, интересно, Джимми работает или нет? Я бы, честно сказать, перекусил. Так, извините, что вы читаете? Свежая пресса, New York Times. Ой-ой-ой-ой. Так, мой зонт, тихо. Мой зонт чуть не приказал долго жить, а если он у меня сломается, аудиооборудование будет работать некорректно. Да, у нас все заколочено, 7-Eleven. Напротив нас находится церковь. Церковь открыта. Даже если в ураган вам требуется помощь, вы можете обратиться, и вам помогут, подскажут, дадут воду. О, автомобиль. Автомобиль. Ну, видите, город, получается, еще так или иначе живет. Время у нас 4:45. В 7, с 7 до 11 вечера начинается пик урагана. Выезжаем из парковки. На улице ураган. И я бы даже сказал, уже начинается торнадо. А мы на байке. Ба-ба-ба-бам. Очень интересно. Захватывающе. Ладно, что ждать, надо ехать. Заброшенная Тампа и только юные майамские велосипедисты. Журналисты разных изданий приехали. Красота. В городе остался только я и журналисты. Ну, точнее, все, кто хочет рассказать что-то об урагане. Где-то там даунтаун. Ну, если я не ошибаюсь, телефон у меня достать уже не получится, петушки бегают. Так, ну вот у нас и даунтаун. Можно налево повернуть, можно прямо. Вернем здесь и прокатимся туда, в центр. Ну, уже так чувствуется. Ураганчик. О-хо-хо! Машины ездят, представляете, люди живут. Люди живут. Красота.
Приехали в даунтаун. Тампы. Паркинги. Но здесь, конечно же, паркинги не работают. Красный свет. Но сегодня позволю себе чуть-чуть нарушить. Чуть-чуть. Не сильно. Минут через 10 надо возвращаться. Через 10 минут надо возвращаться. Так, давайте я вас, ребята, сниму, покажу вообще, как это все выглядит со стороны. Вот такая вот история. Давайте мы обуваться будем и ехать в сторону дома, ну, в сторону парковки. Потому что ветер поднимается. Неизвестно, чем это закончится в ближайшее время. Интересно, это кто-то едет или это сирена по городу? Облетела листва, у природы свое настроение. И люди не выходят на улицу сегодня гулять. Так, а откуда я ехал? Уже невозможно ехать, заливает глаза, заливает рот, нос, все это закладывает ветром. Наверное, это ураган. Возвращаемся.
Ребята стоят, снимают. Так сказать, коллеги. А вон и мой паркинг. Наконец-то. Я доехал, это победа! Правда, уже уносит еще чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Жуткий ветер. Ураган Милтон зашел во Флориду. Даже здесь, на паркинге, все раскачивается, все плиты ходят ходуном, здание вибрирует, живет своей жизнью. Очень интересно. Вы должны, наверное, слышать этот вой. Yeah. Вот это да. Абсолютно ураганный ветер, даже невозможно подойти к проему. Смотрите, что творится. Да, извиняюсь, конечно, за внешний вид, но что есть, того не отнять. Жуткий ураган. Даже здесь от него как бы так до конца не скрыться. Хорошо, что я парковался не на верхних этажах, а чуть пониже. Запарковавшись здесь, я бы, наверное, чувствовал себя несколько некомфортно ночью, потому что забронировать отельчик не получилось, все закрыто, все заколочено. Я надеялся, мне нужно еще купить, думал, футболочку, не взял ничего переодеваться сюда. Но, к сожалению, придется самому сушиться в машине. Хорошо, взял немножечко еды перекусить. Вот, как я понимаю, самый пик урагана Милтон. Здесь у нас все разбросано. Там у нас ветерок. Такой хороший ветерок. Я думаю, что если туда выйти, то как минимум меня снесет, а как максимум меня раздует по всей улице. Где-то будет нога, а где-то будет рука. Сейчас мы выглянем из-за угла, потому что это не совсем безопасно. Вот такая вот бушует стихия. Там упало дерево. Я немного пропустил, конечно, когда оно падало. Но я думаю, это не самое главное. Наступило утро.
Здесь у нас вчера бушевала стихия. Шлагбаум закрылся. Наверное, какая-то ошибка системы, а может быть из-за дерева, из-за этого. Здесь повалило деревья. Здесь завалило дерево. Прогуливаясь по центру Тампы, мы видим, что здесь, конечно, поломало кустарник. Очень много упавших деревьев. Но здания не пострадали, здания выстроены уже с учетом ураганов. Я, кстати, не знаю, насколько помогают вот эти мешки. Неужели они помогают не зайти в воде? Чтобы герметизировать нижнюю часть дверей, ее нужно, я не знаю, силиконить, возможно, использовать какие-то другие строительные материалы. Это центр Тампы. Ну вот провода порвало немножечко. Можно наступить, наверное, на такой кабель, и тебя немножко взбодрит с утреца. С утреца тебя немножко взбодрит. Поломанные ветки. И главное, что меня здесь, конечно, очень сильно удивляет. Единственное, помимо журналистов и полицейских, кого я здесь встречал, это собаководы. Собаководы гуляли даже в ураган. Удивительно. Ой-ой-ой, провод. Да, ну вот проводов очень много. По Тампе у нас в целом уже есть понимание. Нам нужно съездить в частный сектор. Частный сектор за город. Город Санкт-Петербург закрыт, все мосты в него перекрыты. Соответственно, мы будем сейчас двигаться в сторону Сарасоты. Поломанные шлагбаумы. И вот начинается частный сектор. Проезжал и увидел вот такие вот разрушенные кровли. Подъезжая к частному сектору, но здесь, честно сказать, до сих пор довольно-таки серьезно задувает. И здесь один из ангаров полностью разрушен. Причем, как я вижу, кровлю сдернуло даже со швеллерами, с двутавровыми балками. Затоплены огромные площади. Если что, по левую сторону у нас материк, а по правую, где-то там за электростанцией, располагается
море. И вот машины кое-как пытаются двигаться здесь по вот этому вновь появившемуся морю. Все это лодки, подвергшиеся урагану. Несколько штук полностью затонули. Остальные держатся на воде, но видно очень много проблем. И это один маленький кусочек того, что происходило здесь вчера. Ребята, многие говорят о том, что в Соединенных Штатах во время ураганов правительство, власти очень сильно волнуются и иногда перебарщивают. Они не перебарщивают, они пытаются снизить экономические потери. Помимо того, что обычные люди могут погибнуть, несутся огромные потери страховыми компаниями, любыми другими организациями, которые будут работать в период наступления урагана, в период, когда он войдет в полную силу. Помимо гибели людей, это все влечет за собой огромные экономические потери. Да, есть страховки, но если страховые компании банкротятся, их нужно субсидировать из государственного бюджета, потому что компании должны как-то работать. Если они перестанут работать, а Флорида такой штат, в котором ураганы происходят в период с апреля по ноябрь, раз в месяц, два в месяц. Они разные силы, они могут быть чуть сильнее, чуть легче. Также на западном побережье в Калифорнии пожары происходят. В Соединенных Штатах происходит очень и очень много разных бедствий. И все держится на страховых компаниях. Если страховые компании начнут банкротиться, это завалит весь рынок. В некоторых местах торнадо затронул улицы очень и очень сильно. Здесь, к примеру, очень много заваленных деревьев. Кстати, вот эта сосна, такое впечатление, что тоже вот-вот упадет, поэтому давайте отойдем, и я вам покажу, откуда начиналось нападение. Нападение начиналось с моря, и в той стороне есть разрушенные здания, снесенные конструкции. На противоположной стороне дороги упала огромная сосна. Кстати, очень повезло, что упала она не на дом или на дом, ну вот на тот маленький домик чуть-чуть затронула. Здесь, как я понимаю, стоянка U-Haul. Так, сейчас чуть отвлечемся от U-Haul и увидим то, что здесь у нас повалило деревья. Кстати, тоже довольно-таки свежие деревья. Да, там, где проходил торнадо, валило все. Там, где был обычный штормовой ветер, деревья устояли. Как это так? Оно, наверное, стояло прямо рядом с забором. И здесь мы видим как раз разрушенные конструкции около паркинга U-Haul.
Ангар полностью на утилизацию. Здесь тоже такое впечатление, что этот грузовик здесь не должен стоять, что его сюда закинуло. Это мы уже с вами подъезжаем к Сарасоте. Осталось минут 20-25. Я еду по сельским дорогам специально, чтобы посмотреть, чем все это закончилось. Находимся практически в Сарасоте. И здесь видно, что пострадали даже крупные строения. Высотное здание. Ну, не высотное, сколько здесь этажей? 7-8. Деревья поразваливало. Линии электропередач. Причем это не то, что там одно-два. Это вся вот эта area подверглась, наверное, торнадо. Они участками проходят. И если они проходят, то валят все, что попадается у них на пути. А это улица в обычный жилой массив, по которой сейчас, ну, в принципе, уже можно проехать, но все вперемешку с листами железа, деревьями, ветками. Последствия урагана Милтон. Да, это, конечно, ужас. Разрушенные конструкции. Вырванные деревья. Здесь конструкцию закинуло на крышу близлежащего здания. После урагана основные вещи, которые нужно сделать, это распилить и убрать оставленный мусор. Правительство Соединенных Штатов нередко привлекает к этим работам наемную рабочую силу. Как в случае пожаров в Лос-Анджелесе, так и в случае ураганов здесь, на территории Флориды. Людям выплачиваются те или иные денежные средства, и они помогают все это дело распилить, вывести, потому что работы очень и очень много. Но проехавшись сегодня от Тампы до Сарасоты, я увидел, как люди очень и очень быстро справляются с этими хлопотами. В некоторых местах, я бы даже, наверное, сказал, не во всех, это зоны такие, где люди имеют денежные средства, уже все приведено в порядок. Все распилено на пеньки, сложено у краешка дороги и только ждут вывоза мусора. Да, люди очень много работают. В Соединенных Штатах героически живут люди, которые из раза в раз после ураганов, а ураганов здесь бывает за сезон по 5, по 6, сильные, слабые, пожары, наводнения, разного рода бедствия, восстанавливаются, идут дальше. Да, это просто невообразимо. Друзья, получился вот такой вот выпуск. Я хотел вам рассказать о самом страшном урагане, как о нем говорили в новостях за последние годы. Он внес много-много разных спорных вещей. Он был сильный, он навредил, но власти хорошо отреагировали и сохранили жизни и экономику. Я желаю всем здоровья, путешествий и до новых встреч.